Добрый вечер, рад всех приветствовать. Сегодня у нас очередная лекция нашего интенсива, и общаться мы с вами будем на тему система Таро, система стихий, мастей. И, соответственным образом, сегодня мы будем говорить о стихии Земли, или, как ее принято называть в Таро, это масть Пентаклей. Вот об этом сегодня и будем говорить. Так, сейчас я секундочку. Вот так, хорошо. Мы уже говорили с вами в общем и целом о разборе стихий по мастям. Это было на первой лекции. Если кто-то впервые на канале и впервые смотрит мои видео, крайне рекомендую подписаться. После подписки вы можете прогуляться по плейлистам и найти там массу всего интересного, что позволяет как-то более или менее систематизировать систему Таро, да, извините за тавтологию, понять, как это все дело устроено. И в плейлисте «Интенсив курс» вы найдете первую лекцию и, соответственно, предыдущую лекцию, в которой мы с вами разговаривали о стихии огня или о жезлах. И там мы с вами выяснили, что на самом деле жезлы относятся к стихии огня, как бы этого не хотелось приверженцам восточного взгляда на карты Таро, на астрологию. Напомню, что там стихия огня соответствует мечам, и, соответственно, возникает определенного рода путаница. С Землей все более или менее очевидно, более или менее понятно. Можно сказать, что тут такой путаницы нет и не предвидится. Просто потому, что достаточно явным образом стихия у нас соответствует масти. Масть Пентаклей — это физическое воплощение стихии Земли. Почему нарисован Пентакль? Я думаю, вы помните мои предыдущие лекции. Это определенного рода итог, результат взаимодействия стихий. Можно сказать, это главная масть, если можно как-то так разделить масти по первенству. Для материального мира это главная, основная стихия, это наличествование. Можно сказать, существование чего-то в материальном мире. Если что-то есть, если мы можем это взвесить, если мы можем это пощупать, измерить. Помните вот эту фразу волшебную, да? Сколько вешать в граммах? Вот пентакли — это конкретика. Конкретика, прагматика, где плюсы, там и минусы. В конкретике очень часто, к сожалению, либо для чьей-то радости, фокусируется внимание на чем-то одном, на чем-то конкретном. Например, очень любят стихию пентаклей, масть пентаклей, стихию Земли сравнивать с деньгами. И это действительно имеет определенный резон под собой, просто потому, что деньги сами по себе являются определенной квинтэссенцией материального мира. Можно легко сравнить их с человека-часами. Да, вот есть люди, они испытывают определенные эмоции, они тратят свое время, свои силы, они налаживают социальные связи, они обмениваются этими самыми эмоциями, желаниями, мыслями, планами и действиями. Это я все описал 3 остальные стихии. Воду, воздух и огонь. И результатом всего этого является масть Земли. Прошу прощения, стихия Земли, масть Пентаклей. Какой-то определенный результат, который для унификации, для того, чтобы легче было применять его ко всему чему угодно, сводится до понятия деньги. Либо еще проще, есть сейчас очень модное такое, достаточно распространенное слово, либо выражение. Это ресурс. Да, если вы помните, не в ресурсе. Я не в ресурсе, это что значит? Это значит, что у вас нет запаса сил на то, чтобы тратить на какое-то определенное действие, да, либо на какое-то общение, либо на развитие чего-то. Ну вот нет у меня ресурса, да, значит, не из чего извлекать эту самую энергию и переводить ее в какие-то конкретные действия с получением какого-то результата. Это уже по воде, скажем так. Получение результата эмоционального, оценка. Это вода, это кубки. Конкретика по результату — это всегда пентакли.
Ну, то есть, если у вас что-то есть, да, какая-нибудь условная монетка, ну, вот у меня с собой нет, обычно я в руках что-то верчу, да, для того, чтобы легче формулировать мысли. Ну, этот раз у меня какая-то условная фигурка, да, из набора мумитролей, да, это хоть фнаты в лодке. Вот кто-то старался, создавал, ощущал какую-то эмоцию, ему хотелось передать эту эмоцию в виде чего-то материального. Он потратил эту самую эмоцию, спланировал что-то, понял, как это сделать, направил свои усилия, потратил определенный ресурс желания, и получилась у него вот такая материальная фигурка. Эту материальную фигурку можно продать, можно подарить, можно взвесить, измерить. Можно примерным образом прикинуть, сколько времени у человека ушло на то, чтобы создать такую фигурку. Ну, допустим, вырезать из дерева, отлить из пластика, высечь из камня, как угодно. Вы создаете что-то материальное. Вот что-то материальное — это и есть стихия Пентаклей. Определенный результат взаимодействия стихий, одна из которых и является вот стихия Земли. Можно сказать, что некоторым родом в материальном мире все сводится к материалу, к материальному этому самому миру. Вся работа сводится к деньгам. Существование в материальном мире сводится к взаимодействию на материальном уровне. Это не какая-то условная эмоциональность покупкам, это не какие-то абстрактные мысли, это не какие-то живые желания, это конкретика результата действия, скажем так. Получается так, что Земля для нас является всегда конкретикой, оформленностью, некой формой. Она является самой стабильной стихией. Она наиболее устойчива. Вот у нас есть некий предмет, он устойчив в своей форме. Если мы его оставим в покое, он будет спокойно там стоять, лежать на столе. Деньги в определенном роде, без учета других стихий, они вот 100 рублей это 100 рублей, да, золотая монета екатерининских времен это золотая монета екатерининских времен, да, золотой там или серебряный доллар это серебряный доллар, он всегда такой, каким его сделали. Немножечко теряет форму, немножечко стирается от времени, да, потому как проходит через много рук, но он сохраняет конкретику, на нем написано там доллар, да, серебряный, in God we trust, в Бога мы верим, как принято писать на американских деньгах. У него есть форма, чаще всего это круглая, что намекает опять же на круговорот материальных веществ в природе с возвращением в ту же самую стихию. У него есть форма, она стабильна, она неподвижна, пока мы не воздействуем на нее другой стихией. Она устойчива, последовательно, консервативна в чем-то. Да? Если вы будете делать что-то с результатом, вы получите тот же результат, что и раньше, если учитываете те же самые вариации, те же самые стихии. Пентакли определенным образом напоминают печать, и это действительно печать, это действительно тавро, которое ставили там на круп животному в стаде, чтобы обозначить его принадлежность к какому-то конкретному человеку, либо семье, роду, племени. Можно сказать, что это печать, которая защищает имущество, материальное имущество от кражи, от каких-то путанных событий, когда непонятно, кому принадлежит скот. Напомню, что раньше скот, крупный, рогатый, неважно, любой скот, на который ставили вот это самое тавро, клеймо, можно сказать, он, этот самый скот, использовался в виде денег. Да, обменивались вот этими самыми коровами, считали все в коровах, пока не появились деньги. Появились деньги, коровы ушли на задний план, теперь стало гораздо проще вот этим самым тавро, да, то есть мы берем некое золото, некую материю, самый стабильный металл на Земле, ну, имеется в виду средние века, само собой, это без сомнения золото. Почему? Потому что оно не подвергается окислу, не подвергается воздействию стихии Земли. Оно не ржавеет, не тускнеет, оно не искажает свою форму, оно не испаряется, оно точно такое же яркое и красивое, как и было в момент чеканки. Да? То есть за счет чего золото стало вот таким, стало квинтэссенцией человеческого труда, потому что мир
понемножечку теряет свою форму, вернее, он ее меняет. Все течет, все меняется, даже в материальном мире все-таки, несмотря на то, что стихия Земли это самая неподвижная, самая фиксированная стихия, она меняется медленнее всего. И вот золото из всех металлов, из всех самых твердых материалов, да, которые удобно использовать, удобно обрабатывать, удобно использовать во взаимообмене, оно самое стабильное. То есть это такая земля-земля. Да? Квинтэссенция материального мира — это золото. И вот там ставилась печать, клеймо того, чье это золото. Там Карл I, либо какой-нибудь там император, не знаю, всея Руси, да, чего угодно. Ставилась печать, что это золото принадлежит вот этому царю. Ты пользуешься этим золотом, потому что он благосклонно позволил тебе им пользоваться. В общем, все сводится, все материализуется, все можно посчитать в деньгах. В конечном счете, даже время — это деньги. Даже время для нас существует в неком материальном виде. Если говорить о физическом здоровье, то это, конечно, стихия Земли. Это материальное тело, не дух, не ментальность, не желание жить, не какой-то эмоциональный фон, который ощущает человек. Это физический материал. Да? Те самые 5 чувств, те самые ощущения, которые мы с вами привыкли чувствовать. Тут не стоит путать это дело с чувствами, которые мы путаем с эмоциями. Эмоции — это эмоции. Чувства — это физические чувства. То есть те физические, вкусовые, обонятельные, слуховые, зрительные ощущения, которые мы с вами воспринимаем через рецепторы нашего физического тела. Материальный мир — это сигналы от физических рецепторов. Вот просто вот так с точки зрения диалектического материализма, да, вот того самого, можно сказать, материального мира мы видели, вернее, не мы, а коммунисты видели существование, жизнь. Они все сводили к материальному миру. Бога нет, есть только то, что можно увидеть, ощутить, взвесить, измерить в материальной форме. Гагарин в космос летал, Бога там не видел, раз не было физических сигналов от физических рецепторов, от глаз. Раз не видел Бога, значит нет. Для земных людей, да, для таких прагматичных материальных, вот когда увижу, вот когда пощупаю, вот тогда это будет иметь смысл. Вот такого рода у нас стихия, и если мы говорим о, допустим, тузах, то в тузах идет определенного рода конкретика, в том плане, что это в целом у нас с вами речь идет о деньгах, о здоровье, о материальном благосостоянии, о стабильности, о конкретике, о том, что мы можем пощупать, взять в руки, передать другому человеку, то, чем мы владеем, то, чем мы обладаем. Не просто эмоциональный план, а конкретика килограммов, рублей там или долларов, сантиметров и человека часов, можно сказать так. По двойке пентаклей мы чувствуем двойственность формы. И у нас с вами эта двойственность несомненным образом будет присутствовать в материальном виде. Ну, то есть у вас могут быть рубли, у вас могут быть при этом же доллары, да, и вы будете чувствовать, что надо каким-то образом определенным менять форму. Если мы берем курс, для нас там условно 1 евро, давайте условно возьмем без привязки к сегодняшнему дню, условно, скажем так, это 1 евро это 100 рублей, условно, да. Вот в одной руке 100 евро, в другом 100 рублей. И оно примерно равно. Вы понимаете, что на 100 евро можно приобрести еды, товаров столько же, сколько на там, 1 евро 100 рублей. Вы отдаете, покупаете условный там какой-то кусочек хлеба, печеньку, гамбургер, чашку кофе, что там можно на евро сейчас купить, не знаю даже, да, все зависит от страны. Но вы покупаете вот что-то конкретное, одну чашку кофе. За 100 рублей можно купить точно ту же чашку кофе, неважно, 1 евро, либо 100 рублей.
То есть двойственность формы, но суть остается той же. То есть мы с вами начинаем понимать, что неважно суть, да, потому как суть не меняется. По двойке пентаклей меняется только форма. Человек не меняется, меняется только его походка. Человек не меняется, меняются его мысли, грубо говоря, которыми он обозначает существование в материальном мире. Да, если он их говорит, вы их слышите. По двойке пентаклей он может говорить сегодня одно, завтра его слова могут меняться. Но смысл может оставаться тем же самым. Изменение смысла по двойке пентаклей чаще всего не происходит. Чаще всего происходит изменение формы, то есть количество, потому что количество у нас относится к оформленности этого материального мира. Вот, можно сказать, изменение формы может меняться со 100 рублей до 200 рублей. Заметьте, есть разница между 100 рублей и 1 доллар и 100 рублей и 200 рублей. Вот и там будет двойка пентаклей, потому что суть не меняется. Меняется либо количество, либо внешняя форма, что по сути является изменением как формы, так и количества. То есть чем глубже по-философски вы будете заглядывать вот в эту разницу, тем проще вам будет уловить то общее, что меняет, объединяет вот эту самую двойку пентаклей в зависимости от ситуации. Допустим, изменение по двойке пентаклей — это изменение веса. Да, вот вчера вы весили, там, условно говоря, 65 килограммов, сегодня вы весите уже 64 килограмма. И это, несомненно, успех, форма поменялась, и вы определенным образом начинаете приспосабливаться к этой новой форме. Начинаете там какую-то новую одежду покупать, потому что думаете, что процесс дальше пойдет еще более динамично, еще более весело, да, нужна какая-то новая одежка, более приятная, более красивая. Либо это может быть изменение в плане, как это сказать, внешнем, визуальном. Суть может не меняться, человек тот же самый, да, вес меняется, да, либо обмен веществ может ускоряться, но внешне это никаким образом не будет показано. Тем не менее, глубоко внутри вы будете понимать, что происходит какое-то приспособление к ситуации. В общем, двойственность мира материального, то есть двойственность формы. В одной фирме платят такую зарплату, в другой фирме платят зарплату большую. И вы понимаете, что для того, чтобы приспособить себя, нужно поменять из одного ощущения в другое и, соответственным образом, приспособиться к этому самому изменению. Либо больше работать, либо дальше ездить, либо кого-то слушаться, либо наоборот кем-то командовать. Да? Но по сути форма работы может быть примерно той же. Вот там в чате пишут, что Леонов ангелов видел в космосе и рисовал их. Но, во-первых, Леонов-то, конечно, видел. Но имеется в виду в материальном мире это наличествование для самого материального мира. То есть, то, что мы там видим, это не конкретика. Это наша, скажем так, субъективность. Леонов видел то, что он ощущал. На самом деле, когда вам кажется, что Леонов видел ангелов реальных, вот это и есть стихия Земли. Когда вы не верите, что есть ангелы, потому что вы их не видите, вот это тоже стихия Земли. Понимаете? Вот эта конкретика. Вижу — есть, нету — нету. Для того, чтобы убедиться в том, что действительно что-то есть, нужен какой-то второй взгляд, второй свидетель. Должно быть разделение по материальному миру. Ты видишь то же самое, что и я. Давай сравним. Я вижу космос, я вижу звезды, я вижу Солнце, Луну, планету Земля. Да? У тебя совпадает, а я вижу еще и ангела. Ага, ну значит это в твоем мире он существует, а в моем материальном мире его не существует. Вот разница и есть в Земле. Существенность материального, извините, существования, да, она потому и является вот такой конкретной, что она общая для всех. Если Леонов видит, да, а какой-нибудь там Папанов не видит, значит в материальном мире его не существует. Если мы можем взять и пощупать, измерить, взвесить
и это будет совпадать с ощущениями другого человека, физическими ощущениями, по стихии Пентаклей существует только то, что является реальным в материальном мире. Леонов рисовал свое ощущение, ему ангелы виделись в голове. В реальном мире этих ангелов, конечно, не было. Чтобы увидеть, нужно поверить, пишет Оксана Синица. Это уже вопрос другой стихии. Это вопрос стихии кубков. Она же имеет отношение к эмоциям, к эмоциональному ощущению и, соответственным образом, к доверию. Если вы верите в то, что видит другой человек, вы сами начинаете жить в парадигме того, о чем говорит другой человек. И, соответственным образом, вы ему доверяете. Диагноза не существует, пока врач, которому вы доверяете, не озвучит вам этот диагноз. Примерно так. Юлия пишет, интересно, а если перекрасила волосы в зеленый цвет, это двойка пентаклей или двойка жезлов? Захотела и перекрасилась, потому что захотела. Вот ваше желание — это двойка жезлов. Вам захотелось чего-то другого, да, вам захотелось прийти в какую-то другую ситуацию. Причем по жезлам у нас идет с вами взаимообмен с другими людьми. Зачем ты захотела покраситься? Да вот захотела и покраситься, и покрасилась. Таким образом вы захотели повлиять на кого-то другого, это уже тройка жезлов. Это стихия социального общения, которая выражается в первую очередь в желаниях. А вот двойка пентаклей — это вчера вы были там, условно говоря, с русыми волосами, а сегодня уже с зелеными. Вот это двойка пентаклей. Это изменение на материальном уровне, на химическом, можно сказать. Это окраска в какой-то конкретный цвет. По жезлам у вас идет ощущение изменения вашего желания. По пентаклям идет изменение вашего физического состояния. Это, конечно, очень взаимосвязанные вещи, да? Вот вам захотелось, и вы чувствуете двойственность желаний. С одной стороны, хочется сохранить естественный цвет, а с другой стороны, хочется иметь какой-то яркий новый цвет, да? Вот когда вы хотите, это жезлы, а когда вы визуально видите до и после, это уже пентакли. Понимаете? Мария спрашивает, Роман, опыт можем отнести к пентаклям? Накопленный опыт, да. И вообще, в принципе, опыт — это некий результат, который вы можете воплотить в каком-то конкретном виде. Вы можете сказать, ну, это теория, да, мало ли какие там мысли есть у тебя, мало ли какие желания, мало ли что тебе кажется по кубкам. По пентаклям вы держите в руках свой опыт, и он может быть одним, может быть другим. Вы сравниваете два этих опыта, чтобы понять, в чем разница, в чем изменение в этом самом опытном ощущении. То есть опыт — это когда вы делаете какой-то вывод после того, как физически прочувствуете ситуацию. Не просто эмоционально, а прям физически пройдете через нее на каком-то материальном уровне. Например, по жезлам это желание плавать, по кубкам это ощущение водной стихии, да, от того, как у вас настроение меняется от того, что вы плаваете. А по пентаклям это ощущение невесомости в воде и ощущение мокрых волос на коже. Вот это по пентаклям плавать. Понимаете? Вот такие дела. Леонов первый в открытый космос вышел, и он не один видел, но я с ним знаком был, он рассказывал, что видел. Ну, давайте так. Фото в студию. Если свести к конкретике, да, для материального мира существует не то, во что люди верят, даже если два человека верят, что они видят что-то. Действительно, в материальном мире существует то, что существует для большинства, ну, для всех людей, давайте так обобщим. Это то, что можно зафиксировать в материальном мире. Сделать фотоснимок, который будет являться химической реакцией на фотографической бумаге, на пленке, на негативе там, этих самых кристаллов серебра, которые выгорают от фотонов. Понимаете? Вот это будет воздействие на физическом уровне, и вы будете видеть на физическом уровне. А когда человек видит какое-то сияние, это может быть просто сияние
там, северное сияние, да, и будет говорить, смотри, птица крыльями машет. Второй рядом стоит и говорит, и действительно птица крыльями машет. А на самом деле это просто как бы волны фотонов проходят через воздух на Северном полюсе, понимаете? Вот и все, никакой птицы, махающей крыльями там нет, однако для двух людей они существуют в плане эмоциональном, на физическом уровне это просто фотоны. В общем, мы сейчас с вами скатимся в такую философию, из которой просто так без пол-литра не выберешься. Малефисента правильно пишет, берешь в руки, маешь вещь. Это пентакль, да, то есть то, что можно взять в руки, это действительно стихия Земли. Вот то, что вы чувствуете в твердом материальном мире, то, что является действительно существованием для всех, кто верит, не верит, да. Можно сказать, что пентакли — это определенного рода доказательства. Факты в материальном виде. Эти вещественные доказательства. Не мотивы преступления, а вещественное доказательство. Как это? Нет трупа, нет дела, да? Вот это подтверждение масти пентаклей. Вот это надо ощущать. Изменение физического здоровья тоже можно отнести к этой стихии. Да, вот по двойке пентаклей как раз происходит изменение. По тройке у нас с вами происходит определенного рода взаимодействие вот этих двух сторон, да, которые имеют место быть, извините за такое выражение, не всем оно нравится. Тройка пентаклей говорит о том, что у нас с вами происходит результатирующее какое-то воздействие двух этих сторон, они сталкиваются, и происходит что-то третье. И есть кремень, и есть железо, ты воздействуешь, у тебя получается результат, искра, огонь какой-то, что-то, да, у вас есть, как сказать, есть топор, есть дерево, вы взаимодействуете, получается, там, я не знаю, скворечник вырезаете, выпиливаете из этого дерева, что-то такое. Вот это тройка пентаклей, когда у вас с разных сторон, на разном уровне, но происходит взаимодействие в каком-то материальном мире. А взаимодействие в материальном мире обязательно оставляет некий результат физический. Поэтому для тройки пентаклей важнее всего результат именно физический, ощутимый, конкретный. Ну, нет смысла работать ради какой-то эфемерной зарплаты. По тройке пентаклей важнее всего не эфемерная зарплата, а вполне конкретная. Конкретная сумма, с конкретным задатком, допустим, да, с конкретикой воздействия на ваш физический мир. Вы можете этот результат взять и неким образом взаимодействовать с ним, получив при этом взаимодействие, допустим, какие-то продукты питания. Да? Вот у вас есть деньги, которые вы получили после работы, сходили в магазин, купили продуктов. Вот вы взаимодействовали. Вот вы в физическом мире, вот деньги, которые являются воплощением вашей работы. И вот результат взаимодействия вас и денег, вы что-то покупаете. Вот эта тройка, святая троица, можно сказать, результат начала, результат существования и результат изменения. Да, если вы помните Тримурти, тройственность Бога в индуизме, да, там есть Бог Брахма, это Бог-создатель, есть Бог Вишну, это Бог наличествования, Бог материального мира, Бог существования в реальном мире. И есть Бог Шива, да, Бог изменения, ухода из материального мира в другую форму, на другой уровень, в другую событийность и прочее, прочее. Вот эта тройственность взаимодействия по тройке пентаклей чаще всего выражается в какой-то конкретике. Выражается в чем-то, скажем так, материально заинтересованном. Все 3 человека на этой карте заинтересованы в получении одного и того же результата. Они делают общее дело. Каменщик кладет камень на камень, режет этот самый камень резцом, он строит храм, хотя он при этом кладет стены. Архитектор не прикасается к камню, он работает на другом уровне, он работает на уровне планов и
координацией, да, но он тоже создает, он тоже участвует со своего плана, да, но на уровень материальный воздействует. Из-за его действий, пусть и достаточно условных, но вот те же самые чертежи, они определенным образом относятся к материальному миру, он устраивает это взаимодействие. Является ключевой фигурой с точки зрения разума. Да? Но это другая стихия. Разум, мысли, понимание того, как надо правильно сделать, у нас с вами сводится к стихии воздуха, к масти мечей. Там нужен интеллект, там нужен разум, там нужна какая-то абстракция, с которой ты можешь как-то взаимодействовать. А вот третий элемент этого взаимодействия троицы, да, это тот, кто задумал весь этот кипиш, скажем так, да, все это взаимодействие. Это монах, который определенным образом заказывает музыку. Он говорит, мне нужен храм, ну не мне, как бы, а нам всем. Мы делаем общее дело, нам всем нужен храм. Вы хотите денег заработать, я хочу. Ну, возможно, тоже, кто их там знает, этих монахов. Ну, по сути, конечно, это общность интересов, которые сводятся к тому, что вы вместе работаете, значит, у вас совпадают планы на будущее, потому что вы делаете одно общее дело. Вы все втроем строите храм. По работе вы можете взаимодействовать с начальником, вы понимаете, что конечная цель предприятия, той фирмы, на которой вы работаете, это получение прибыли. Суть бизнеса в том, что вы извлекаете прибыль. Вы берете что-то, включаете себя к этому, и получается третье. Два человека собрались, что-то придумали, у них получился бизнес, да, результат взаимодействия. Мальчик и девочка, ну, давайте так, взрослые два человека, мужчина и женщина, повстречались, у них произошло определенное взаимодействие, получился некий результат. Да? Ну, уже тот физический результат, на который можно рассчитывать в каждом конкретном случае. У кого-то это романтика, у кого-то это физиология, у кого-то это увеличение количества людей на этой грешной земле, скажем так. Получается, северное сияние — это ж пентакли, а реакция людей — это кубки. Так, совершенно верно. Северное сияние — это физика, да, это фотоны, это частицы, которые, сталкиваясь с другими частицами, производят определенного рода третьи частицы, да, то есть начинает сиять. Что-то из-за излучения атмосферы начинает сиять. Это взаимодействие, кстати, вот по тройке пентаклей на физическом уровне, да, что-то взаимодействовало с чем-то, получилось что-то третье. Наука — это тоже пентакли, Земля, потому что изучает только что часто подтверждено. Совершенно верно. Наука исследует то, что можно исследовать, а исследованию подвергается материальный мир. Есть своего рода условные, абстрактные, ну вот, например, математика, там абстрактная математика некая, да, физика, которая не на практическом уровне, да, а на каком-то теоретическом, теоретическая физика, да, и прочее, прочее. Есть разделы науки, которые не имеют подтверждения, поэтому наукой особо не считаются за науку, да, допустим. Психология очень часто расценивается так, ну это все слова, а подтверждения этому нет, как оно там взаимодействовало, у одного человека может так, а у другого так. По пентаклям все должно совпадать в материальном мире абсолютно. То есть реакция человека должна быть на всех уровнях одинаковая. Как происходит взаимодействие на уровне психолога, ну как бы у всех разное. Вот. Но так как мы должны изучить определенным способом материальный мир на физическом уровне, а изучить на физическом уровне его, ну, невозможно взвесить, измерить все и посчитать реакцию каждого человека на каждое слово каждого психолога. Именно поэтому это не всегда считается наукой. Ну, в общем, опять же, философская такая тематика скорее. Наталья Гуменюк пишет, когда как карта дня выпала двойка пентаклей, то вышли интересные пертурбации денег на банковской карточке. Сначала деньги вроде пропали, но потом банковский работник их нашел и в каком-то облаке и зачислил. Ну, то есть, да, вот такие шатания и изменения. То есть, то нету, да, вот этой самой материальной формы.
Не перестаю удивляться и восхищаться, сколько информации, знаний в вашей голове. На самом деле, мои знания, они такие достаточно поверхностные, и я себя даже эрудитом считать не могу. Ну, просто читал там, смотрел много, поэтому достаточно общие выводы делать могу. Интересный вопрос выше про науку, потому что могут быть и мечи, что показывает, как все сильно в этом мире связано и переплетено. Наверное, еще зависит и от научных дисциплин, не всех можно пощупать. Вот совершенно верно. По мечам наука идет теоретическая, скорее, да, информационная. А вот по пентаклям прикладная, да, то, что можно взвесить, то, что можно измерить и занести в таблицы, скажем так. Причем это можно повторить, получится примерно такой же результат. А теория, ну, это такая абстракция по мечам, информация информации, как эту информацию применить. Да и вообще, как ее подтвердить, как ее пощупать, измерить, взвесить эту информацию. Информация, как бы... Вот есть результат, это пентакль. А есть информация об этом результате. Вот это уже мечи. То есть грань такая, она вроде бы тонкая, но только когда вы прорабатываете много-много лет в двух этих стихиях, которые, несомненно, все 4 стихии переплетаются тесно. Нет такого, что мы где-то в какой-то ситуации сталкиваемся с отсутствием одной стихии. Ну, то есть напрочь, так, чтобы вообще. Это чаще всего что-то неправильное, что-то искаженное. Да? Когда мы понимаем, что при правильном ощущении всегда все сплетается из 4 стихий. Вот, хороший пример, опять же. Я защищал кандидатскую по экономике в Академии наук, до сих пор сомневаюсь, что экономика — это наука. Да, что-то в этом роде. Экономика, ну, смотрите, с одной стороны, да, наука, да, потому что оно изучает, вообще наука — это подход, научный подход, это когда вы можете один и тот же опыт повторить много раз и будете получать результат, который можно сравнить с результатом предыдущего опыта. И если совпадает, значит опыт успешный. Если не совпадает, ну, тоже можно сказать успешный, но мы можем сделать какие-то логичные выводы, да. У нас есть какие-то результаты. Вот это научный подход. Вы понимаете, что он применим ко всем. Вот. Ну, то есть, если огонь это обжигает, да, тогда он будет обжигать всех. Это научный подход. А вот не научный подход, это когда говоришь, а меня вот огонь не обжигает, потому что я там йог, допустим. Вот эти феномены до конца не изучены, а то, что как ты изучишь то, что как бы не является нормальным для всех других людей. Ну как, можешь поверить только на слово, сказать. Ну да, я вижу, ты видел, и я видел. Ну как бы для нас это реальность, для научного мира это не реальность, потому что вы не можете взвесить, вы не можете зафиксировать то, что не является правдой в материальном мире. Если нет ожога, то, собственно, с научной точки зрения нет и воздействия огня. Потому что огонь всегда по науке оставляет ожог. Это конкретика взаимодействия определенных сторон. И вот следующее, что у нас следует за вот этим взаимодействием, это 4 пентаклей. Это ощущение стабильности происходящих событий. Просто потому, что, ну как, если огонь обжигает всех, то это стабильная, неизменная какая-то тема, да? То, что можно зафиксировать, и боязнь вот этих самых изменений, когда ты боишься потерять эту самую стабильность. Потому что стабильность дает тебе ощущение материального мира. Стабильность дает ощущение существования в принципе. Напомню, что 4 это такая достаточно жесткая материальная штука, потому что в сознании человека 4 это наиболее стабильная, первая, наиболее ощутимая, значимая, стабильная вещь в этом мире. Ну, то есть на 3 ногах ты как-то еще имеешь стол, либо стул имеет шанс упасть на бок, если он не очень ровно стоит, да? 3 это вроде бы наличествование, но оно такое, еще пока шаткое. А вот 4, 4 ножки у стола однозначно дают результат по всем 4 стихиям. Вы обязательно существуете в материальном мире по 4 пентаклей. И вы боитесь потерять это физическое существование, потому что именно физическое существование
вселяет в нас надежду на то, что это действительно что-то существует. Понимаете? То, что нам говорят, вот после смерти будет то, для нас является абстракцией. Там будет оно хорошее, либо плохое. Но в любом случае, когда речь заходит о физической материальной жизни, мы боимся ее потерять. Именно поэтому мы цепляемся за жизнь. Это наше физическое врожденное свойство выживания, свойство сохранения себя в материальном мире. Это один из ключевых, один из базовых таких моментов существования, да, вообще. Материальный мир, напомню, с точки зрения там средневековья, античности, он был очень похож на стол. Потому что у стола есть некая плоская, понятная поверхность человеку, да. Стол — это однозначный плоский уровень, на котором все видят одно и то же. Когда ты видишь одно, а на другом уровне ты видишь что-то другое, а человек уровнем ниже просто не находит в себе сил, возможности заглянуть на уровень под уровень выше, да, вот то, что для всех является общим, плоским, материальным, да, вот это координаты x, y, z, да, нам дает определенный материальный мир. Когда к этому подсоединяется еще и время, да, вот x, y, z, три оси, это тройка пентаклей. Взаимодействие этих осей сводится к чему-то конкретному. По четверке пентаклей включается что-то четвертое, включается время. Четвертое измерение в нашем мире — это время. И получается так, что материальный мир для нас является сочетанием трех осей координат и продолжительности вот этого тройственного взаимодействия на определенном временном промежутке. Тогда оно существует. Потому что если секунду назад это существовало, а сейчас это не существует, то, соответственно, можно считать, что и не существовало. То есть несущественно. Это как история, да? Она вроде бы есть, но ее нету. Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь, да? Вот люди пытаются закрепиться за этот миг, постоянно ловить это ощущение, и как только вы теряете это ощущение, наступает паника, страх потерять себя в материальном виде, да? Вот та самая форма. Именно поэтому во многих фильмах ужасов очень часто рисуют как один из кошмаров то, что человек расползается, растекается, как какая-то лужа, как какая-то жидкость. Если помните, жидкий терминатор в фильме «Терминатор 2», да? Почему этот фильм произвел такой фурор? Да? Там по ряду причин, само собой, там ряд очень мощных архетипов в сюжетной линии замешан. Но почему самый главный монстр, самый главный как бы злодей был вот именно таким бесформенным жидким? Потому что один из самых страшных страхов для человека — это потерять свою собственную форму, да? Перестать быть твердым, перестать быть стабильным. Потому что мы все клонимся к стабильности. Для нас это безопасность. Четвертый дом, если вы помните по зодиаку, и знак зодиака Рак, Луна — это тревожность внутренняя и желание сохранить стабильность, сохранить безопасность вот в этой самой стабильной, в повторяющейся, в цикличной какой-то ситуации. Вот это самая четверка пентаклей. Ощущение того, что если что-то не меняется, то это безопасно, потому что ты просто повторяешь свой опыт взаимодействия с этим материальным миром. Вот и все. Это одни и те же люди, одни и те же задачи, одни и те же суммы, и ты понимаешь, что ты сохраняешь стабильность, одно и то же, это все хорошо, значит, более или менее спокойно. Это не сподвигает тебя двигаться вперед, однако это сподвигает тебя крепче держаться за тот миг, который для тебя является стабильностью. Как-то так. Асил спрашивает: здравствуйте, только зашел, можно вопрос не по теме, или лучше в конце, или в другой раз? Да, вопрос-то можете задать, просто если будет возможность, я на него отвечу. Если нет, зададите в следующий раз. Вы не опоздали, только третья карта. Ну, как бы да. В любом случае будет запись этого эфира, так что волноваться не стоит. Модераторы, уберите мою ссылку. Я тут ссылочек не вижу никаких. Ссылки автоматом не показываются. Не волнуйтесь. Обратил внимание первый раз, что в пятерке пентаклей двое опираются одновременно на 3 ноги и 2 костыля, то есть 5 опор.
Вполне может быть, возникает вопрос, как вы это дело объясните логикой, потому что гадание интуитивное, это, конечно, очень хорошо, а вот где логика в изображенном. На самом деле, не думаю, что Памела Команд-Смит стремилась каким-то образом сфокусировать внимание именно на том, что тут 5 каких-то конечностей. Хотя, в принципе, да. Никакого особенного смысла это не несет. Весь смысл несет в себе вся картинка. У нас изображены 2 нищих, которые неверно распорядились своим ресурсом. Ну, то есть, некий ресурс есть изначально у всех. Дается какое-то благоденствие с точки зрения этих самых, с точки зрения материального мира, да, у тебя что-то есть, какой-то запас здоровья, да, чаще всего дети рождаются здоровыми, ну, чаще всего, в норме, давайте так. Пятерка Пентаклей говорит чаще всего о том, что происходит расход этого самого ресурса, происходит движение этого самого ресурса. Если вы помните, смысловое значение карты Пятерка Пентаклей — это движение ресурса. Деньги, время, опыт, вы тратите его. Вы не пытаетесь его накопить, потому что накопление, в принципе, рост по физике, это чаще всего тройка. Рост по физическому миру, рост по увеличению количества, увеличение какого-то взаимодействия и результата чаще всего идет по тройке Пентаклей. Там идет взаимодействие и результат этого взаимодействия. В четверке Пентаклей по Земле есть физический результат наличествования. Вы пытаетесь сохранить как в формалине то, что у вас получилось. Да? Закрепить твердую форму. Сделать так, чтобы эта форма не менялась. Чтобы Земля стала Землей. Самая яркая, самая кардинальная Земля — это Козерог, это гранит. Вот высечь в граните, чтобы не забыть. Да? Чтобы никто не забыл. Чтобы не потерялась мысль. Чтобы ты не исчез в веках. Это четверка Пентаклей, да, это стабилизация материального ресурса. Вот. Вы не тратите по четверке Пентаклей, потому что вам важно сохранить стабильность. По пятерке Пентаклей вы рискуете все-таки начать расходовать этот накопленный с таким трудом ресурс. Однако умные люди прекрасно понимают, что для того, чтобы стать богатым человеком, нужно уметь вкладывать деньги. То есть, что происходит, когда вы вкладываете деньги? Вы их тратите. Вы их тратите на свое будущее. Потому что вложение — это как бы вы покупаете свое безбедное существование. Главное сделать это правильно. Люди на карте сделали это неверно, сделали это неправильно. Неверно рассчитали, побоялись, возможно, вкладывать, побоялись развивать свой ресурс, да, просто его проели. Ну вот, например, по четверке Пентаклей вы понимаете, что вы определенным образом существуете в материальном мире, снимаете квартиру, допустим, ваша сумма трат в месяц фиксированная, вы знаете, что в принципе ничего особо не меняется. По пятерке Пентаклей вы, если хотите развития, вы понимаете, что нужно переезжать в какой-то свой дом, свою квартиру, свое жилье, на это нужно потратиться. Изначально нужно вложить деньги, причем вложить правильно, так, чтобы не купить какое-то барахло, иначе можно легко пойти по миру, если что-то пойдет не так. Вот пятерка Пентаклей — это правильное, грамотное вложение средств. Уэйт нарисовал негатив, Уэйт нарисовал то, что люди неверно вложили деньги, это как бы предупреждение, что самое важное в расходе этого ресурса, в движении этого ресурса, в движении стихии Земли — важно не лишиться того, что у тебя уже есть. Важно действовать с учетом четверки, действовать с учетом стабильности. То есть вы должны стабильно вкладывать, чтобы стабильно получать некий результат. Костыли явно что-то значит. Обычно костыль ассоциирован с помощью. Не усложняйте. На самом деле карты Таро — это достаточно простая вещь. Если вы уходите в детали, вы теряете общую картину. А в общей картине у нас что? Ну, понятное дело, что больной человек нуждается в помощи. Понятное дело, что бедный человек нуждается в помощи. Но суть карты не в этом. Суть карты в том, что это 2 бедных человека. А бедный человек при движении, он расходует больше, чем зарабатывает. Он неверно вкладывает свой ресурс. Понимаете?
тут нарисовано неправильное движение. Тут предупреждение, что если ты будешь неверно вкладывать свой ресурс, неверно его направлять, неверно будешь тратить заработанные деньги, ты все равно станешь бедным. Богатый человек заработанные деньги направляет на рост, он их вкладывает. Бедный человек просто их проедает, пропивает. Даже если выигрывает в лотерею, неправильный расход выигранного ресурса приводит к тому, что ты все равно как бы идешь по миру. Понимаете? Вот такие дела. А если выпадает четверка и пятерка пентаклей вместе? От ситуации зависит. Понимаете, сами по себе карты значат только очень общие дела. Четверка — сохранение стабильности, пятерка — выход из этой стабильности в какую-то сторону, какое-то движение этого самого ресурса. Понимаете? Вот. Что там за ситуация у вас? Речь о здоровье, речь о деньгах, речь о каких-то о каком-то научном опыте, да? Ну, то есть, если по четверке пентаклей у вас идет стабильно одни и те же результаты какого-то научного опыта, вы делаете какой-то стабильный вывод и понимаете, что вы зависли в этом стабильном выводе. Для того, чтобы получить какие-то новые данные, вам нужно из этой стабильности выйти. Вам нужно что-то поменять, вам нужно потратить этот ресурс, чтобы, возможно, потом получить новые данные, с которыми вы потом будете делать гораздо больше интересных опытов. Понимаете? Стабильность не гарантирует вам успокоение, удовлетворение. Стабильность — это страх потерять то, что у тебя есть. И если вы испытываете страх при работе с материальным ресурсом, вы обязательно проиграете и обязательно израсходуете то, что вы таким образом пытаетесь сохранить. Скупой всегда платит дважды, понимаете? Если вы боитесь тратить деньги, вы бедный человек. Если вы научаетесь их правильно тратить, правильно приводить их в движение, вы становитесь по шестерке пентаклей богатым человеком. Понимаете? Вы теперь не боитесь их расходовать. В пятерке человек еще боится расходовать. Это еще бедный человек, у которого деньги уходят сами, исчезают, если он ничего делать не будет. В шестерке, если он будет грамотно вкладывать деньги, он будет богатым человеком. Что значит грамотно? Взвешенно, да, учитывая две стороны. Учитывая не только, что ты вкладываешь, но и учитывая то, куда ты вкладываешь. Весы намекают на то, что твоя точка зрения — это твоя точка зрения, но ты должен подумать о том, куда идут твои деньги. Они от тебя исходят. Они должны исходить от тебя куда-то на что-то полезное. Одному нищему стоит давать деньги от того, что он их потратит там на какую-то еду, на семью, на детей, там, на приюты для бездомных собак, на какие-то благотворительные вещи, организация, какие-то волонтеры, что-то такое. Ну, те, кто вечно просит денег, те, кто нуждаются в помощи. Вот помощь в шестерке пентаклей в прямом смысле слова присутствует. Понимаете? Ее просят, эту самую помощь. И она чаще всего по пентаклям материальная. Если сравнивать с мечами, там, скажем так, помощь не столько материальная, не столько продуктовая, да, гуманитарная, можно сказать. По мечам помощь идет действием. Вы помогаете человеку сделать что-то, да? Не просто даете ему денежку, иди сходи, купи себе хлеба, на тебе хлеб, на тебе то, что тебе надо, да? Вы по шестерке мечей просто делаете за человека то, что он сам сделать не может. По шестерке пентаклей вы делитесь с ним ресурсом, который он сам приобрести не может. Понимаете? В любом случае, шестерка — это взаимодействие двух сторон, когда вы не просто понимаете, куда уходит ваш ресурс, а с какой целью он уходит. И важно понимать, что эта цель должна быть благой. Потому что если вы делаете благо, если вы помогаете кому-то, то у вас денег не убудет. Бояться этого не надо, потому что вы и так знаете, как заработать деньги. Именно поэтому все богатые деньги с таким удовольствием участвуют в какой-то благотворительности, тратят деньги на какие-то художественные вещи, да, ну, имеется в виду на поддержку каких-то там художников, артистов и прочих деятелей культуры. Потому что они знают, что эти деньги не пропадут.
Германия на связи, я так вижу в чатике. Приветствую, приветствую. Пятерка пентаклей пишет в чате: люди проходят мимо храма, где по четверке мечей лежит рыцарь с мечами. Только потому, что и там витражи. Но заметьте, витражи-то разные. Так что не факт. Желание находить везде соответствие очень часто перебивает у человека возможность видеть то, что изображено конкретно на карте. Очень часто связывают нищих на шестерке и нищих на пятерке. Заметьте, это разные нищие. У них другая одежда, у них другие лица, у них другое все. Это другие люди, неважно, это отдельная история у нас. Понимаете? Елена пишет: шестерка пентаклей, отдавая, получай. Отдавая, ты настроен на то, чтобы получать что-то по итогу, потому что ты понимаешь, что просто так отдавать смысла нет. Оно канет, как в лету, да, уйдет, как в сухую воду, как в сухой песок вода. А что говорит пятерка пентаклей в личных делах? Пятерка пентаклей говорит о том, что вам нужно потратиться, грамотно потратиться на вашу вторую половину, которая участвует в ваших жилищных делах. По пятерке пентаклей, если так, давайте так, обобщить очень грубовато и несколько цинично, мужчина вкладывает деньги в женщину, да, он приглашает ее там в кафе, в ресторан, он старается, платит за такси, платит за входной билет в ночной клуб, платит за напитки, платит за ресторан, платит за все в надежде, что потом ему это все вернется, да, ну, каким-то приятным вечером. А если женщина говорит: извини, мне надо срочно домой, спасибо за приятный вечер, все, пока, больше не звони. Это, конечно, неправильное с точки зрения вот этого меркантильного, я не одобряю его действия, меркантильного мужчины действия. И получается так, что да, он как бы потерял на этом ресурс. Время, деньги, силы, надежды, что-то такое. Но если правильно все это делать... Так, подождите, что-то у нас такое надо. Вот, выключить звук. Звонят все время, вернее, это пишут, интересуются обучением. Если интересуетесь, то вы тоже пишите, да. Все контакты есть ниже в описании видео. Вот, в общем и целом, можно сказать, что по шестерке пентаклей мужчина делает правильное вложение, если он действительно щедрый, если он не боится потерять эти деньги, если он не боится показаться таким меркантильным, если он не требует после ужина непременного продолжения банкета в виде понятно чего со стороны женщины, тогда он действительно воспринимается как богатый человек. Он тратит деньги, он тратит время, он тратит ресурс. Я свел все к деньгам, просто потому что деньги это самое очевидное. Да? Вот. Ну, давайте так, время тратит. Если он не боится потратить это время, он действительно богатый человек. И он может позволить себе, ну, я в следующий раз, да. Ну, неважно, сегодня не вышло. Ну и ладно, фиг с ним. Мне не жалко. Вот, я не жадный. Не жадный, значит, человек понимает, что он богат. Богат это не ощущение суммы. Богат это внутреннее ощущение уверенности в том, что я могу поделиться тем, что у меня есть, и мне за это ничего плохого не будет, ничего страшного не будет. Вот. Вот это ощущение потихонечку приводит вас к тому, что вы понимаете, что если вы делаете что-то правильно, если вы делаете... Для того, чтобы понять, что нужно сделать правильно, нужно сделать это много раз. В семерке пентаклей мы видим с вами большое количество результатов. А почему большое количество результатов? Потому что 7 это много. 7 это классическая цифра, которая говорит о том, что там, седьмой сын седьмого сына. Значит, много поколений прошло. Седьмое небо. Это значит очень высоко. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Это значит много раз проверь, сверифицируй свои данные. Только после этого совершая там какое-то движение, да, только после этого что-то делай. Вот много в плане пентаклей,
в плане физического. Это большое количество результата. Когда у вас большое количество результата, важно понять уже не столько, сколько его, да? Потому что вы не можете сосчитать больше 7. Ну, условно считается, что 7 это уже много-премного. Да? Зачем считать, если больше 7 это уже много? Считается, что человек одновременно в голове может держать там 7 мыслей, 7 образов, 7 цифр. Это такая очень усредненная цифра, потому что кто-то там и 4 цифр запомнить не может, да, гуманитарий какой-нибудь типа меня. А кто-то легко запоминает 10 цифр. Но средние показатели по больнице это примерно 7. Да? То есть это уже много. Мы с вами видим человека, который получил многочисленные результаты своего труда. И теперь важно не то, сколько их, а важно теперь уже, какие они. Если вы помните волшебное выражение, которое звучит как переход количества в качество. Вот это 7 пентаклей. Когда вы понимаете, что материальный мир, это, конечно, хорошо, потому что его много. Но то, что много, не важно, если это плохое. Если это сухие зеленые листья, да, условно говоря, ну, пустые зеленые листья, их много, то это плохо. И нужно убрать лишнее. Обрезать деревья, да, обрезать кусты. Виноград нужно обрезать, убирать лишнее, чтобы результат был по итогу более правильным. Правильное взаимодействие со стихией Земли в пентаклях под цифрой 7 – это отделить то, что правильное, от того, что неправильное. Понять, где из этого большого количества, что из этого, вернее, большого количества для вас является самым главным, самым важным. Заметьте, 6 вот этих пентаклей. С одной стороны, 7 отдельно. Он либо самый лучший, либо самый худший. Самое лучшее традиционно берется на рассаду. Самое худшее традиционно там вводится там в компост, либо в компот. Да, там все зависит от того, можно ли это съесть, или это есть уже нельзя. Анна пишет, что у меня 7 пентаклей часто выходят как пустые результаты. Просто потому, что их много. Этих результатов много, но они бессмысленные, потому что они не дают вам нужного качества. Да? Это как, знаете, больше всего, если много денег, то они, как правило, обесцениваются. Если вот у нас там в чатике присутствует экономист, вот он может подтвердить, ну, я и сам своего рода экономист, да, там где-то есть что-то в образовании, там какие-то моменты экономические. Так вот, когда денежная масса начинает быть излишней, да, когда происходит перенасыщение рынка каким-то продуктом, да, он начинает терять в стоимости, либо начинает, становится менее востребованным, он становится менее ценным. Если у вас много денег в экономике, деньги начинают обесцениваться. И очень важно убрать эти деньги, убрать лишние нули, убрать что-то такое, чтобы сохранить правильное количество для сохранения качества. С другой стороны, переход количества в качество возможен только если вы делаете это сознательно, если вы отделяете плохое от хорошего. То есть расти на благодатной почве может все что угодно, в том числе и сорняки. И очень важно отделить эти сорняки от благородных растений, чтобы эти благородные растения впитывали в себя всю пользу этой благотворной земли. Так что по 7 пентаклей очень важно при большом количестве материального какого-то результата отобрать по какому-то принципу то, что является не пустыми ожиданиями, да, а являются действительно результативными. Иначе вот сорняк заполонит, как пустые ожидания, все в вашей жизни, скажем так. Запись будет? Да, запись будет. Лучший враг хорошего. Это чуть-чуть другой. Это чуть-чуть другой, Елена.
Пан Роман, а правда, что все пятерки это неблагоприятные внешние обстоятельства, и все семерки это внутренние личные сомнения? Нет. Это как-то... Обоснуйте, обоснуйте. Либо спросите с того, кто вам это рассказал, а почему? Если вам кто-то что-то сообщает, ну, вот в картах Таро в частности, вот смотрите, я почему так долго мусолю там каждую карту? У меня по каждой карте, по тем же самым стихиям, по тем же самым мастям у меня много видео, и они, как правило, длинные. Почему? Потому что каждое свое утверждение я пытаюсь подтвердить каким-то разумным доводом, с которым вы можете быть согласны, либо не согласны, но суть сводится в том, что я не утверждаю просто вот так, поверьте мне, 100%. Семерка это какие-то внутренние личные сомнения. И вы такие, ну раз пан Роман сказал, значит так оно и есть. Заметьте, семерку я вам обосновываю. Глядя на изображение, вот человек стоит, он не торопится, потому что у него большое количество результата. Сомнения тут могут быть только поверхностные, потому как он понимает, что нужно что-то делать, он может только сомневаться в плане выбора, да, что удалить, а что оставить, скажем так. Только в этом плане могут быть какие-то сомнения, но это не обязательно. Например, нет никаких сомнений, что эту работу надо делать. Он просто не торопится. Большое количество работы требует отсутствия спешки. Потому что вы не успеете сделать большое количество работы качественно. Большое количество работы требует перерывов, отдыха, большого количества времени. Тогда это будет действительно качественный продукт. Знаете, эти вот та самая троица, да, быстро, дешево, качественно. Можно выбрать только два. Чем-то приходится жертвовать. Вот семерка Пентаклей нам намекает на то, что временем жертвовать нельзя. Быстро делать нельзя. Быстро и качественно, ну, тогда дорого. То есть хороший результат, он всегда дорогой. Если же вы будете спешить, у вас получится ни рыба, ни мясо. Будет черти что. Работы будет много, но сделанная наспех, она не будет приносить результата, она будет бессмысленной. Поэтому по семерке Пентаклей большое количество работы делается без излишней спешки. Примерно вот таким вот образом. Что там такое? Вот там кто-то мне все пишет, я прошу прощения. Гляну, может быть, что-то такое. Ну нет, нормально, это так. Вот такие дела. Так что семерка Пентаклей это много. Много результата, который получается не по щелчку пальцев, а путем кропотливой работы, когда вы на своем собственном опыте, на материальном опыте, то есть вы отделяете зерна от плевел, исходя из того, что вы знаете, как это делается, потому что у вас есть определенного рода опыт в умножении этого самого количества. Вот как-то так. У меня семерка как отдохни и дождись результата от вложенных усилий чаще. Ну, возможно, вы чаще видите этот аспект, но не значит, что его там нет. Вполне может быть. Да? То есть для того, чтобы получить хороший результат, действительно слишком быстро его ждать не стоит. К старшим арканам можно привязать определенную стихию или принадлежность к той или иной стихии определяется планетой или знаком зодиака? Ну, давайте так. У нас с вами во взаимодействии, да, вот этих самых стихий, у нас с вами присутствует определенное разделение каждого старшего аркана, вернее, скажем так, привязка каждого старшего аркана к знаку зодиака или к дому. В идеальной ситуации, да, то есть, ну, в теоретической, сферической конь в вакууме есть такое выражение, да, каждая планета относится к своему родному, скажем так, дому, да, и к своему родному, условно, опять же, это условное, это даже не термины, это я привожу пример, к своему родному знаку. Например, Марс относится к первому дому и к Овну,
определенным образом. Плутон тоже определенным образом, но чуть-чуть по-другому, помягче, как бы на заднем плане, относится тоже к первому дому и тоже относится к Овну. Вот взаимодействие двух планет дает овновский, чуть не сказал, овнистый, овновский характер и определенного рода ситуации, обстоятельства, которые присутствуют у нас в первом доме. И соответственным образом привязку туда имеют маг и верховная жрица, просто потому что они собой выражают взаимодействие именно этих планет, именно в этом доме, именно по характеристикам, которые принадлежат скорее Овну, нежели какому-то другому знаку. Так что, конечно, их можно привязать к стихии. Допустим, маг — это отчетливая и явная огненная стихия, да, потому что это принцип воплощения своих желаний на материальный уровень. Ну, то есть радикализация желания в виде молнии, да, это самый яркий кардинальный огонь в виде молнии. Я хочу, и я тут же делаю. Как удар молнии, да, как фаербол, вот этот вот, Авада Кедавра, да. Вот. А Верховная Жрица — это более мягкое по Плутону ощущение своих собственных огненных желаний, когда вы чувствуете эмоциональную подпитку этого самого желания. Ну вот. Но по сути это то же самое. То есть это логическое обоснование. Звездное небо над нами и моральный закон внутри нас. Вот это и есть маг и Верховная Жрица. Окей, хорошо. Ну, то есть, да, можно привязать старшие арканы к стихиям, и это очень помогает. Об этом мы с вами говорили в старших арканах. Если нужно там разобрать еще и старшие арканы по стихиям, ну окей, сомнительно. Почему сомнительно? Потому что мы уже говорили об этом. Но окей, если надо, ну, сделаем как-нибудь. Но попозже, да. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Давайте с вами лучше продолжим ощущение Земли, стихию Земли, масть пентаклей. В восьмерках эта самая Земля, эта самая стихия определенным образом будет выражаться в ритме этого самого взаимодействия. Если в четверках у нас ритм стабильный, то в восьмерках у нас ритм затягивающий, не позволяющий выйти из него куда-то наружу. Ну, очень часто восьмерка пентаклей выглядит как трудоголик, да, как зависимость от какого-то физического ощущения, в том числе приятного, невозможность спрыгнуть, условно говоря, да, невозможность оторваться от какого-то физического процесса, потому что ты в него завяз на физическом уровне, он тебе приятен на материальном уровне. Он приносит удовольствие тебе, ну, через физические эти самые рецепторы, скажем так, да. Определенного рода темп, который испытывает чеканщик. Я уже рассказывал на группе онлайна, да. Если кто не в курсе, я провожу, само собой, обучение в Zoom, онлайновые, там группы по 20 человек собираются. Это можно приобрести как участие в этом онлайне, так и запись. Так что контакт ниже в описании видео, да, звоните, спрашивайте, что и как. Пишите, вернее, спрашивайте, что и как. Я рассказывал на лекциях в онлайн-группе, что я занимался чеканкой одно время, чеканкой специфической во время работы в ювелирной мастерской. Было дело, было время, я занимался ювелиркой. И вот когда чеканишь, ты определенным образом включаешься в этот процесс, и он тебя так затягивает, что тебе хочется чеканить еще. Это какое-то врожденное чувство, когда ты ловишь физический ритм, и ты понимаешь, что дело не в количестве приложенной силы, а в определенной частоте, в определенном ритме, в определенной своевременности приложения этого физического ресурса. Если у тебя вес молотка, если ты хочешь ударить сильно, то замах должен быть медленным, неспешным, долгим, как по семерке пентаклей, для получения сильного результата, большого по большому количеству. Ты должен хорошо размахнуться, то есть накопить этот самый ресурс,
эту самую инерцию, физическую инерцию, и сильно ударить, и получить серьезный, сильный, весомый результат. По 8 пентаклей нет нужды делать что-то сильно. Есть нужда делать что-то своевременно. Еще раз, чеканка, он же там чеканит монетки, чеканит деньги. Это определенная частота ударов, пусть легких, неважно, может быть сильных, да, но вот если вы помните, есть такие видео, которые смотришь и залипаешь. Половина ТикТока, половина Фейсбука и Инстаграма залита этими вот видосиками, где человек что-то делает, да, там строит дом или что-то еще, и ты смотришь за размеренным этим ритмом, там вся соль и весь смак этих видео в определенной правильной частоте монтажа. Нужно правильно чередовать действия, правильно чередовать частоту кадров, чтобы человек не мог выбраться из этого вот ощущения. Если ты ловишь этот ритм, тебе очень сложно из него выйти. 8 пентаклей говорит о том, что ты ловишь этот ритм, и он помогает тебе сфокусироваться на текущей задаче. Он помогает тебе получить удовольствие на физическом уровне от этой задачи. Сюда определенным образом происходит взаимодействие между мужчиной и женщиной. Не будем громко вслух называть, что там между ними происходит, но я думаю, что вы понимаете, что такое определенного рода ритмичное взаимодействие на физическом уровне мужчины и женщины. Да? И там очень важен ритм. И от этого очень сложно отказаться. И ты понимаешь, что если ты меняешь этот самый ритм, ты должен делать это своевременно, иначе удовольствие ты потеряешь. Вот как-то так. Ну, вот такие дела. Так что, в общем и целом, можно сказать, что по 8 пентаклей нам обращают внимание на определенное наличествование в материальном мире, в стихии Земли, определенных ритмов, определенной динамики ритмичной, которая и является привязкой к материальному миру. Можно сказать, что прохождение по младшим арканам, оно дает вам определенного рода развитие ощущения стихии с каждым уровнем все выше и выше и выше. Да? Шаг за шагом вы научаетесь сначала просто замечать наличие чего-то в материальном мире, потом вы замечаете изменения этого по двойке, потом вы научаетесь взаимодействовать, потом вы учитесь стабильности этого взаимодействия, потом вы учитесь тратить этот накопленный ресурс, потом вы научаетесь по 6 передавать этот ресурс уже в нужные руки, а не просто куда-то тратить. По 7 вы научаетесь обрабатывать большое количество этого материального ресурса, вы понимаете, что много не значит хорошо. Хорошо — это хорошо. Хорошо — это когда ты тратишь большое количество времени, а не просто сил. И по 8 ты начинаешь делать это вовремя. Ты начинаешь делать это своевременно. Смысл чеканки в том, что ты нащупываешь правильный ритм, своевременный ритм своих действий. Тогда тебе не надо много и сильно работать. Ты просто работаешь вовремя. Ты вовремя уходишь с работы, ты вовремя отдыхаешь, потому что если не отдыхать, если зависнуть в этом ощущении, будет минус. Будет зависание в этом физическом мире, и ты, в принципе, забудешь о чем-то другом. Если всю жизнь гробить только на работу, ты забываешь о том, что существует что-то другое. Там, что-то прекрасное, какая-то любовь, какая-то романтика, какие-то другие люди, что иногда нужно отрывать голову от того процесса, который с тобой происходит, и направлять его на что-то другое. И если ты своевременно вложил свои ресурсы именно туда, куда нужно, и делаешь это с определенной частотой, прикладываешь свои усилия, ты работаешь в нужном темпе, по 9 пентаклей ситуация начинает работать уже на тебя. То есть ты начинаешь определенным образом получать удовольствие от процесса материальной жизни, ты начинаешь получать удовольствие от процесса взаимодействия с физической средой, со стихией Земли, с деньгами, с работой на каком-то физическом уровне. Ты понимаешь, что в принципе
ты теперь можешь все это делать только для удовольствия. Потому как главное было вот все эти 8 этапов, главное было раскрутить эту ситуацию и направить ее в нужном направлении. Растолкать эту самую машину, запрыгнуть в нее, завести мотор, набрать обороты, да, и если обороты правильные, дальше ты просто едешь в машине и будто бы отдыхаешь, машина как бы едет сама. Ты перестаешь замечать, что ты прикладываешь какие-то усилия, результат начинает приобретаться, километры начинают проезжаться как бы самостоятельно. Ты просто развлекаешься, слушаешь радио, какие-то подкастики, паноромана на ютубчике, да, и всякое такое. А дорога как бы проезжается сама. То есть не дорога, а удовольствие сплошное, да. Самое главное по моменту восьмерки, вернее девятки уже пентаклей, это находить в этом удовольствие. Ритм по восьмерке пентаклей мы уже нащупали. Он должен коррелировать с определенного рода кайфом, удовольствием на физическом уровне. В девятке мы именно на это удовольствие и направляем все свое внимание. Нам уже не важен конечный результат нашей работы. Нам уже важен процесс получения удовольствия при этом результате. Это вот как айтишник, который научился зарабатывать много денег, научился менять работу за работой, потому что самые большие деньги зарабатываются на стартапах. Потом стартапы начинают продаваться и начинается рутина. Да? Вот если ты провзаимодействовал с основателем стартапа, если ты вот на этом старте собрал сливки, вовремя спрыгнул с проекта, дальше ты ищешь какой-нибудь другой проект, ты зарабатываешь на том, что ты просто начинаешь обращать внимание не на что-то денежное, а на что-то более интересное, когда ты понимаешь, что в любом случае ты денег заработаешь. В любом случае ты поймаешь, найдешь этот нужный ритм. Главное для тебя в работе теперь становится не зарплата, а удовольствие, потому что зарплата по умолчанию у тебя будет хорошая. Ты уже научился зарабатывать много и своевременно. Теперь тебе нужно научиться по девятке пентаклей получать результат с удовольствием. Сам процесс должен приносить удовольствие. Почему? Обосновываю, чтобы это не было голословно, как у других тарологов, которые просто что-то говорят и не объясняют почему. Объясняю, потому что женщина, которая присутствует на карте девятка пентаклей, она занимается соколиной охотой. Вот эта птичка странная, да, это сокол в специальном таком соколином чепчике, да, который закрывает глаза, чтобы птица не видела, куда лететь. Снимаешь, и она летит, там ловит какую-то птицу, зайца и приносит хозяину. Специальная перчатка, ну, я думаю, что вы знаете, что такое соколиная охота. Это привилегия людей богатых, которые работают не для того, чтобы заработать. У них уже накоплено, у них сама ситуация их кормит. Они съедают этот виноград, а он вырастает у них быстрее, чем они его съедают. Поэтому им, в принципе, заниматься этим смысла нет. За них занимаются уже другие люди, они занимаются этим виноградом только для удовольствия. Девятка пентаклей. Загуглите последние новости про Дэвида Бекхэма. Есть такой гипер-супер-мега известный английский футболист. Известен он тем, что у него, по-моему, там абсолютно дикое какое-то количество подписчиков в Инстаграме. Он не столько хороший футболист, сколько такая суперзвезда медийная. Да? И вот чем занимается этот Дэвид Бекхэм сейчас? Он сажает какие-то огурцы в какой-то тепличке. Он купил там себе землю, он там, у него там домик, у него там грядочки, у него там, он кур разводит, у него там сумасшедшие какие-то миллионов на счету. А он кур разводит, ходит, им там проса бросает или что, снимает, как бабушка, это самое, своих этих кур и себя на фоне, смотрите, какие у меня курочки, а вот там свиньи, а вот там бурачки будут, да, вот такой, вот Дэвид Бекхэм вроде бы. Вот это девятка пентаклей, когда у тебя уже все есть, и ты понимаешь, что количество уже не важно. Ребята, не в деньгах счастье. Счастье в том, чтобы тратить эти деньги так, как тебе хочется, участвовать, делать то, что тебе нравится, для удовольствия. Вот это озвучка девятки пентаклей.
Таких людей не очень любят, потому что не видят, сколько сил они вложили вот в это самое дело. Что у них это как бы, ну, у Дэвида Бекхэма можно сказать, что он сам это все заработал тем, что он там впахивал на футбольном поле, на пресс-конференциях, в рекламе там снимался, продавался. На самом деле очень деятельный такой человек, заработав, может позволить себе там разводить курей, просто потому, что ему это нравится, для удовольствия. Точно так же, как и женщина на девятке Пентаклей занимается соколиной охотой не потому, что ей кушать хочется, а потому что ей скучно. Вот. Большое количество Пентаклей, большое количество стихий Земли позволяет, во-первых, выбрать что-то получше, во-вторых, делать это в нужном ритме, а в-третьих, получать от этого удовольствие. Вот зачем, вот с какой целью. Десятка Пентаклей — это окончательное понимание материального мира со всех его сторон. Как я люблю говорить про эту карту, кто понял жизнь, тот в цирке не смеется. Сейчас мы об этом поговорим, пока там есть пару вопросиков в чате. Извините, что не по теме, но можно ли при помощи Таро общаться с теми, кого больше нет? Маме 30 дней, мои соболезнования. Очень хочется посмотреть, но уместно ли это и надо ли вообще. Никто, кроме вас, на этот вопрос не ответит. Надо ли это вам? Это надо спрашивать у вас. Уместно ли это? Это надо спрашивать у вас. Потому как это вы собираетесь делать или не собираетесь. Это дело ваше. Скажем так, каких-то ограничений по картам Таро я что-то не слышал. Просто потому, что каких-то законов по картам Таро никто не издавал. Никаких запретов, никаких булл папских, либо там чего-нибудь еще такого издано не было. Поэтому используйте карты Таро так, как вам заблагорассудится. Получится у вас или нет, это уже другой вопрос. Вот. Но в принципе, можно ли общаться с умершими, с ушедшими людьми, это зависит скорее от мировоззрения, нежели от карт Таро. Вот. Как-то так. Вот Юлия пишет, что она общается. Еще раз, это зависит от мировоззрения. Кто-то может, потому что верит, кто-то не может, потому что не верит. Это скорее вопрос по теме стихии воды, скорее по кубкам. Вот такие дела. Кто нам может запретить? Да, Юлия, я, кстати, помню вашу ситуацию, это да. Пан Роман мне очень помог. Ну, я так косвенно помог, я как бы скорее отвлек внимание, да, от происходящих событий тем, что интересно рассказывал о картах Таро. Ну, я так думаю, но это мое такое очень поверхностное мнение. Хорошо. Елена Таро спрашивает, ваше мнение, восьмерка Пентаклей на вопросы типа мысли о человеке или действия к человеку, как все-таки читать? От ситуации зависит. Если речь о работе, то скорее он думает о том, как бы успеть заработать побольше денег. Или как бы так вот деньги идут, надо работать, как это, кусь железа, не отходя от кассы. Вот примерно такое ощущение. Если по работе, примерно так. Если по отношениям, то, скорее всего, человеку на физическом уровне нравятся эти отношения, и он понимает, что для того, чтобы не потерять вкус к этому делу, нужно повторять процесс с какой-то периодичностью. Вот как-то так. По восьмерке работа на автомате, не задумываясь. Нет, по восьмерке это скорее правильно. Это работа, когда вы получаете удовольствие от работы, именно от самого ритма, от периодичности. А по девятке там уже нет нужды в самой работе, вы просто ловите кайф, там неважно, как часто вы работаете, главное, что вы работаете с удовольствием. Вот как-то так. На самом деле, если вы не очень понимаете какую-то карту по там мысли, чувства, действия, представьте, что человек поймал ритм. Потому что суть чеканки денег, да, человек работает, заодно и деньги зарабатывает, да, то есть сразу два дела делает, да, то есть, ну, и то, потому что поймал кайф, поймал ритм и движется вот в таком ритме, делает все своевременно. Куй железо, не отходя от кассы, как-то так. Не всегда карты Таро можно понять очевидно, на самом деле нужно уметь немножечко, ловить аналогию. Вот тот самый мед поэзии, о котором говорили,
скандинавы в своих сагах. По вашему мнению, гадать второй раз на тот же вопрос, но используя другой инструмент, чем карты, тоже то же самое, как с картами, не очень? От человека больше зависит. Иногда такой второй взгляд, он помогает, иногда мешает. Тут все зависит от того, насколько вы уверены в своей первой интерпретации, как в первый раз у вас пошло. Наверное, без радости про девятку пентаклей это скорее перевернутая. Нет, я бы сказал, что негативная девятка пентаклей это скорее со скуки. Потому что скучно. Пойду поработаю, чтобы поразвлечься. А позитивная девятка пентаклей это скорее я это делаю, потому что мне нравится. Понимаете? Есть разница делать от скуки, либо делать то, что приносит удовольствие, не думая о деньгах. Понимаете? Вот как бы вроде бы то же самое. А есть нюанс, да, как говорится. Пан Роман, пишет Светлана, подскажите, если десятка пентаклей выпадает перевернутая, в любовных отношениях, говорит, семьи не будет? Нет, не обязательно. Это значит, что... Ну, смотрите, сразу вспоминаю случай, когда десятка пентаклей в негативе выпала человеку, который задавал примерно тот же вопрос, так будет у меня семья или нет. При этом у девушки был перебор по весу примерно так, ну, килограмм на 50. Я не шучу. То есть, ну, вместо там 60 она весила там условно, там сколько, 120, да, 110. То есть, ну, явно перебор. То есть 10 пентаклей это максимум. Максимум Земли, потому что больше цифр уже нет. Больше циферных карт, номерных карт в стихии больше десятки нету. Это определенного рода полнота. Полнота может говорить о том, что у человека есть все, что ему надо. Либо, что у него есть много. У него нет пустого места. У него присутствует все, что только есть. Умение ловить аналогии — это понимать, что у тебя есть все, что тебе надо. Да, то есть можно сказать, что для человека в возрасте это есть весь тот опыт, который он приобрел, и он может им даже поделиться. И по пентаклям материальный мир — это наличествование чего-то в материальном плане. Вот я приводил пример про девушку с избыточным весом. У нее есть максимум по пентаклям, по физике, по физиологии, по наличествованию, по количеству килограммов, да, по количеству материального тела в ее существовании, скажем так. Еще так, что она может еще и поделиться с кем-то. Вот. Человек, у которого много опыта материального, жизненного, он должен делиться этим опытом. Вот этот старик, он накопил, он заработал это поместье, он все это создал своим трудом, своими руками, своим управлением по итогу. И он обязательно должен делиться этим процессом с другими людьми, делиться своим опытом. Считается, что вот буква В, W, это намек на инициал Уэйта. Ну, тут сложно сказать. С одной стороны, как-то да, оно как-то так очень странно нарисовано, потому что, ну, это ни на что не похоже, только на рисунок на плаще. С другой стороны, ну, кто будет рисовать такой рисунок? Очень похоже на осознанно, специально нарисованная буква W. Это якобы Памела Колман Смит намекала на то, что это Артур Уэйт. Сам Артур Уэйт, собственно, присутствует в этой карте. Он делится своим накопленным жизненным опытом с читателями, с пользователями колоды. Да? Очень важно накопленный за какой-то свой материальный опыт, за какое-то свое время, вот этим опытом очень важно делиться. Но смысл не в том, чтобы помогать, а смысл в том, что как бы все, ты уже больше не можешь. Тебе этот опыт уже не нужен. Смысл материального существования в накоплении, в увеличении количества. 10 пентаклей говорит об определенном пределе. Уже не хочется дальше, уже нет возможности дальше. Уже бы рад, да не можешь, потому что это твой максимум физических сил. Единственное, что ты можешь сделать, это вот передать другому дальше по наследству
передать свой опыт, как старшие люди делятся жизненным опытом с последующими поколениями. Уже не говоря о том, что тут явным образом, даже не то чтобы намекается, тут напрямую Памела Колман Смит нарисовала в десятке пентаклей схему расположения сферот по древу жизни Каббалы. Ну, не один в один, конечно, да, но это явный такой намек на то, что это древо сферот. Древо сферот — это Каббала, это отсылка к Каббале, а в Каббале очень важным было не просто постигать материальное существование, но очень важно было делиться своим накопленным опытом, передавать его своим ученикам в определенной форме. Причем форма зависела от того, что за ученик, да, вот та самая конкретика понимания, можно сказать. Это опыт в максимально конкретизированном воплощении, которое ты можешь передать любому другому человеку, если будешь понимать материальную жизнь на всех ее уровнях, на всех 10 уровнях понимания существования, так скажем. Что можно сказать, десятка — это максимум понимания материального мира, просто потому что, все, больше уже некуда. Можно сказать, что это понимание того, что ты пришел к определенному финалу чего-то. Где-то, если притягивать за уши значение, вот о котором там в чатике говорилось, в любовных отношениях семьи не будет, можно сказать, что у тебя избыток того, что есть. Я бы даже сказал в негативе, это переизбыток, потому что тебе уже больше не надо. Что где-то, да, где-то косвенно, как-то в какой-то ситуации это может намекать именно на физическую форму. Вот. Но с другой стороны, по деньгам это столько, сколько не то, что тебе хватит. Но, знаете, есть это выражение. О, да здесь и моим потомкам хватит. Вот это 10 пентаклей. Юлия пишет, что вы мне помогли, потому что я у вас училась как раз в это время. Вы мне показали, что есть такая возможность и научили как. Спасибо еще раз. Вам спасибо за благодарность. Ну, вот я скорее действую по принципу в этом плане десятки пентаклей. Я передаю то, что у меня есть. Я считаю, что если есть возможность поделиться этим самым опытом, то надо делать это именно в той форме, именно так, как нужно людям, которые которые в этом нуждаются, скажем так. Вот. Примерно так. Вот примерно так. Примерно вот в этом физическом ощущении, да, еще раз, десятка — это максимум по физическому миру. Это максимум по весу, максимум по деньгам, максимум по физическим ощущениям. Больше вы впитать в себя вряд ли сможете, поэтому по десятке пентаклей ты понимаешь, что, как бы не то чтобы жизнь удалась, но в общем и целом, в принципе, ты понял в этой жизни, ты прочувствовал в этой жизни то, что можно было прочувствовать. Если что-то осталось за кадром, значит, это не принадлежит тебе. Десятка пентаклей — это тот опыт, который тебе нужен в первую очередь, и который в первую очередь характеризует тебя. И характеризует твой след, который ты оставил в материальном мире, что ты оставишь потомкам. Вот если говорить так часто философски, да, вот то что-то в этом роде примерно так. Панорман. На какие промежутки времени указывают пентакли? Спасибо. Светлана, я не рассматриваю карты Таро как временные промежутки. Я обычно договариваюсь с человеком, какой временной промежуток. Какой временной промежуток ему посмотреть, и, собственно, раскладываю определенное количество карт на вот этот временной промежуток, и таким образом мы примерно более или менее понимаем, что там и как происходит. А вот напрямую как-то так это трактовать, что и где, этим я не пользуюсь, нет нужды. Миа Миллер пишет очень правильные слова, в том плане, что, пожалуйста, будьте добры, поставьте лайк трансляции, нас так много. Спасибо большое. Трансляция, то самое главное, чтобы народ подходил к этой трансляции. Народу вроде, 200 человек, неплохо.
Вот. Примерно таким вот образом. Десятка пентаклей на отношения. Делится опытом или это предел отношений? На данном этапе, опять же, если вы рассматриваете текущий момент, то текущий момент 10 пентаклей — это тот максимум физических отношений, который у вас сейчас, в данный момент, если вы его рассматриваете, может быть. Да? Но это не всегда негатив. Это скорее максимальная наполненность. И этим надо пользоваться. И запас останется. То есть можно сказать, что это скорее хорошая карта, если вы пытаетесь понять именно физику отношений. Да? Ну, в переносном смысле, само собой. Вот такие дела. Такие пироги. Окей, хорошо. На этом будем закругляться. Если не сложно, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Когда видео наберет, ну, давайте 1000 лайков, да, запустим следующее. Там у нас будет, что, мечи будут. Пускай будут мечи. Примерно таким вот образом.